Почему у вас ни на что нет сил, энергии и мотивации? Почему вы просыпаетесь уже уставшими? Почему приходится постоянно заставлять себя что-то делать, заставлять работать, учиться, развиваться? Почему ничего не хочется, ничего не радует, ничего не интересно? Единственное, что интересно, единственное, что хочется, это доползти бы до любимого айфончика, уткнуться бы в сериальчик, закинуться сладеньким, выпить бы, залиться бы кофеином. Почему нет сил на то, чтобы изменить что-то в своей жизни, реализовать свои мечты, делать то, что нравится, жить как хочется? Почему нет сил даже на то, чтобы сделать что-то хорошее и важное для себя любимого? В чем суть? Вы там, где ваше внимание. Вы там, где ваши мысли. Вы там, где ваши эмоции. Ваша жизнь — это то, чем вы ее наполняете. Какими вы ее наполняете мыслями, чувствами, людьми, отношениями, поступками и результатами. Если вы постоянно переживаете, кто и что о вас мог подумать, печалитесь о прошлом, переживаете о прошлом или сожалеете о прошлом, тревожитесь о будущем, думаете, а тому ли я дала, а вот как нужно было правильно тогда ответить. А вот если бы я тогда биточек по косарю взял, жил бы сейчас припеваючи, а не это вот все. Если вы живете чужой жизнью, добиваетесь чужих целей, живете с чужими людьми, делаете чужую работу, обесцениваете, гнобите и предаете себя, то энергии у вас не будет, даже если со здоровьем, гормонами и образом жизни у вас все в порядке. Невозможно наполниться, если вы тратите, разбрызгиваете, выкидываете или отдаете другим все, что к вам приходит. Куда вы сливаете вашу энергию, ресурсы и мотивацию? Что убивает ваши желания, интерес, мечты и удовольствие от жизни? Первое – это травмы. Это неотработанные, недоработанные, недопрожитые, незалеченные психологические травмы. Это опыт, где вы столкнулись с каким-то препятствием или опасностью, и ваши переживания, ваши эмоции были настолько запредельными, непереносимыми, что в моменте вам не удалось прожить их до конца. И чтобы хоть как-то сохраниться, срабатывает расщепление, вытеснение или какой-нибудь другой защитный механизм психики. Фактически часть вашей личности, часть вашего внутреннего ребенка застревает и остается в той ситуации. Продолжает болеть, кровоточить, звать на помощь, жрать вашу энергию и внимание. Вы годами можете сливать туда свою энергию, силы и внимание, до тех пор, пока не проживете этот опыт до конца. Далее может сработать механизм самоисцеления, и мы начнем неосознанно или бессознательно воспроизводить травму. Мы будем подсознательно искать и находить таких же людей, которые будут нас абьюзить, харасить, газлайтить, предавать, манипулировать нами, делать нам больно. Мы будем создавать, организовывать вокруг себя такие же ситуации, чтобы испытать те же самые переживания, те же самые состояния, чтобы еще раз попробовать прожить их до конца. Однако другие люди не в курсе нашего хитрого плана. Плюс у них у самих могут быть свои травмы и расщепления, неврозы, психозы, капризы. И вместо исцеления мы можем получить ретравматизацию, то есть усугубление травмы. Так с годами мы можем накопить массу таких событий, где мы оставили частичку своей души, своей личности. И к определенному возрасту мы можем подойти как огрызки. Без сил, без мотивации, без желания, с полным ощущением, что мы застряли в каком-то плохом спектакле, где меняются статисты, меняются декорации, но сценарий как будто бы остается тем же. Наша нервная система или психика превращается в сито, в решето или в дуршлаг, которое невозможно ничем наполнить. Далее, второе, границы. Пробитые и невосстановленные границы продолжают кровоточить и сливать вашу энергию. Порушенные внутренние опоры продолжают держать вас в напряжении, убивают вашу энергию, мотивацию, самооценку и уверенность в себе до тех пор, пока вы их не восстановите. В самих конфликтах или в нарушении личных границ нет ничего плохого и криминального, как в таковых. Если вы даете отпор, если вы эффективно даете отпор, если у вас получается защитить себя или выйти с коммуникации, если вы, возможно, даже побеждаете в каком-то конфликте, то вы восстанавливаетесь, вправляете свои личные границы, восстанавливаете свой статус-кво и идете дальше целыми.
Если же по какой-то причине у вас нет возможности вправить свои границы, сказать другому человеку «нет», защититься, если, допустим, говорить «нет» или проявлять агрессию нельзя, опасно или плохо, или стыдно, если, например, вы находитесь в токсичных, зависимых или деструктивных отношениях, где вам уготована только роль еды или обслуживающего персонала, то вы не восстанавливаете ваши личные границы и продолжаете сливать энергию. Так, например, работает психологический вампиризм и то, что называется нарциссическим абьюзом. То есть другой человек поступает с вами так, как вы не хотели бы, чтобы с вами поступали, причиняет вам боль, хамит, обзывает, провоцирует, унижает, трогает вас или ваши вещи и при этом запрещает вам заботиться о себе, запрещает вам отвечать, запрещает вам защищаться. Как тебе не стыдно? Тебе что, жалко? Ты что, эгоист? Почему ты постоянно думаешь только о себе? Я знал, что ты такая бессердечная. Далее, третье, это отношения. Это незаконченные, неоконченные, недопрожитые, непроясненные, зависимые, токсичные отношения. Это отношения с невысказанными обидами, с претензиями, с недопрожитыми эмоциями, с несказанными словами и прочим эмоциональным балластом. Это отношения, из которых вы не можете выйти, вы остаетесь в подвешенном состоянии, вы не можете расслабиться и постоянно сливаете туда свое внимание и энергию. Это отношения, в которых мы что-то не доделали, что-то недополучили, мы продолжаем ждать, мы продолжаем любить, надеяться и верить. А вдруг она вернется, а вдруг он передумает, а вдруг он исцелится, все поймет, вернется и будет все так же хорошо, как и было до этого. Здесь точно так же часть нашей личности застревает в этих отношениях и продолжает жрать наше внимание и энергию. Уже, может быть, и человека нет, и отношений по сути тоже, но вы продолжаете что-то ему доказывать у себя в голове. Вы продолжаете крутить у себя в голове какие-то диалоги, как-то убеждать его, винить, стыдить, мстить, заслуживать прощения или что-то еще. Однако, так как вся эта драматургия происходит только у вас в голове, по сути, все это вы делаете сами с собой. То есть одна часть вашей личности что-то доказывает и пытается добиться от другой вашей части личности. Вы сами себя вините, стыдите, наказываете, унижаете, обесцениваете, пытаетесь заслужить прощение и тратите на все на это огромное количество внимания и энергии. А еще вы можете найти себе другого человека, на которого будет удобно навесить одну из этих ролей, одну из этих проекций, например, либо виноватого, либо обиженного. Так вы сможете создать крепкие, токсичные, созависимые отношения. Таким образом, в новые отношения мы заходим со всеми нашими старыми обидами, претензиями, переносами, чувством стыда, чувством вины и прочим эмоциональным балластом. Далее, четвертое. Это самогнобление, самонаказание, самоподавление, самобичевание. Это токсичный стыд, токсичное чувство вины. Это гнев, направленный на себя, или так называемая ретрофлексия. И другие варианты внутриличностного конфликта, где фактически одна часть нашей личности атакует и подавляет другую часть нашей личности. Это может быть следствием детского травматического опыта, какого-то неадекватного воспитания, психологического насилия, родительских неадекватных деструктивных программ и сценариев. Например, если в детстве родители нас обесценивали, критиковали, бросали и унижали, то во взрослом возрасте, скорее всего, мы будем точно так же относиться сами к себе. По крайней мере, до тех пор, пока не отработаем этот опыт и не научимся относиться к себе по-другому. Это может быть следствием психологических травм, манипуляций, психологического насилия или просто токсичных эмоций, когда наши невыраженные эмоции направляются внутрь себя, и вместо помощи нам, в помощи в удовлетворении наших потребностей, такие эмоции начинают отравлять и разрушать нашу психику. Например, остановленный, невыраженный, подавленный гнев мы направляем на самих себя. И вместо того, чтобы использовать этот гнев для того, чтобы вправлять свои личные границы, давать отпор, защищать себя, для того, чтобы достигать своих целей
и преодолевать препятствия на пути к этим целям, мы начинаем атаковать себя, гнобить себя, разрушать себя. Это может быть наш внутренний конфликт между тем, что мы хотим на самом деле, и нашими внутренними запретами, родительскими программами и предписаниями. Между тем, кем мы являемся на самом деле, и нашими убеждениями, кем мы должны быть. В этом случае мы также раскалываемся на того, кто атакует, кто подавляет, и кого мы атакуем, кого подавляем, кого гнобим и наказываем. При этом фактически мы можем лежать пластом и ничего не делать. Но внутри нас бушует конфликт, интриги, скандалы, расследования, настоящая драма, на которую мы сливаем огромное количество внимания, сил и энергии. Далее, лот номер 5. Если вы сами себя обманываете и предаете. Если вы остаетесь на нелюбимой работе, остаетесь с нелюбимым человеком, сами лишаете себя денег, удовольствия, радости, хорошего отношения или хороших, здоровых, питающих отношений и других благ. Если вы не делаете то, что хотите делать, и не хотите делать то, что делаете, если, например, вы отказываетесь от своей мечты, подавляете свои желания, например, если ваши родители так же делали, если вы занимаетесь тем, в чем вообще не видите никакого смысла, и при этом сами себя уговариваете, что «а вот другим людям еще хуже». Вот нельзя быть таким эгоистом и постоянно думать только о себе. Или лучше вот такие созависимые, токсичные, деструктивные отношения, чем никаких. Или «а вот если я потеряю эту работу, может быть, я не найду больше никакой и никогда». Или если вы сами выбираете страдать, терпеть и мучиться, просто потому, что так привычнее, безопаснее, потому что это соответствует привычным родительским сценариям, посланиям и предписаниям. Если обслуживать чужие чувства, неврозы, комплексы, потребности, ценности, интересы для вас важнее, чем добиваться того, чего хотите именно вы, то вы сливаете всю энергию, которую вам дает ваше тело, ваш организм, ваш мозг, на то, чтобы вы делали ваше дело, были в ваших отношениях, добивались ваших целей. А страдания и жертвизм со временем могут стать привычками и обрасти вторичными выгодами. Например, страдание может стать способом чувствовать себя более значимым, более исключительным, хорошим. Это может быть способом привлекать к себе внимание. Далее, 6. Это тревоги, печали, сомнения, сожаления, зависть, критика, вранье, фантазии о мировом господстве, о рептилоидах, о мировом правительстве. Это нерешенные проблемы, долги, комплексы, страхи, переживания. И все то, что вытаскивает нас из настоящего, то есть из здесь и сейчас, из точки здесь и сейчас, где я нахожусь, и уносит нас в фантазии про прошлое, про будущее, про других людей и про какие-то гипотетические события. Все это лишает вас силы и энергии, а также отравляет вашу психику беспомощностью, состоянием выученной беспомощности, потому что это напрямую никак не связано с вашей настоящей реальностью, с вами лично и с тем, что вы можете сделать сами прямо сейчас. Поэтому нас так опустошают все эти пустые разговоры, например, про прошлое, как же хорошо было в прошлом, и как жаль, что этого больше никогда не будет, этого никогда не вернуть. О том, что еще плохого может быть в будущем, и что мы никак не можем от этого защититься. Кто и что важного о нас мог подумать, что же о нас могут подумать окружающие. И, например, а как нужно было поступить по-другому? Эх, вот если бы я тогда сказал по-другому и не совершил этой ошибки, вот сейчас было бы все по-другому, но мы с этим ничего не можем уже поделать. Ваша дееспособность, ваша энергия, ваши силы возвращаются к вам, когда вы возвращаетесь в здесь и сейчас, то есть в настоящее, и обращаете свое внимание на то, что лично вы в данной ситуации можете сделать с тем, что есть, чтобы получить то, что вы хотите. И если вы застреваете в этих переживаниях, то ваши подавленные, остановленные эмоции становятся хроническими и токсичными. Например, ваш стресс может стать дистрессом,
И вместо того, чтобы мотивировать вас, он начнет вас убивать. Ваша тревога может стать привычкой тревожиться или тревожностью. Печаль может стать депрессией. Вы можете привыкнуть жить чужой жизнью, пребывать постоянно в фантазиях и так далее. И седьмое – это информационный перегруз и гиперпотребление мусорного контента. Наши любимые соцсети, телеграм-канальчики, соцмедиа и новости устроены таким образом, чтобы максимально качественно захватывать все наше внимание и удерживать максимально долго. Ваше внимание – это товар, который покупают и продают. И совершенно никому не интересно как-то заботиться о вашем психологическом состоянии или ваших эмоциональных проблемах. Будьте уверены, что все технологии, которые изобретены для того, чтобы воздействовать на ваш мозг, захватывать ваше внимание, манипулировать вашими мыслями, будут использованы. Потому что если одни не будут использовать эти технологии, то их все равно будут использовать другие. Ничего личного, просто бизнес. Поэтому очень короткий, яркий, провокационный, эмоциональный контент, который задевает триггеры, который задевает ваши глубинные ценности и потребности, захватывает ваше внимание, вызывает у вас интерес и прилив дофамина. Поэтому очень быстро у вас формируется гиперпотребление и зависимость. Вы открываете вашу любимую соцсеть и пропадаете на несколько часов. Ваша дофаминовая система изнасилована, ваш интерес и мотивация больше не работают. У вас больше нет сил и энергии. Что теперь со всем этим делать? Первым делом устройте себе дофаминовый информационный детокс. Уберите все свои гаджеты на день, 2, 3, может быть неделю. Некоторые доходят до месяца, и еще никто не жаловался по этому поводу. Например, после моего месячного информационного детокса некоторые люди мне в комментариях писали, что я помолодел лет на 10. Можете сами сравнить вот эти два видео. Далее, второе. Вернитесь в здесь и сейчас. Вернитесь в настоящее. Вернитесь в реальность и в себя. Вытаскивайте свое внимание, свои мысли, свои эмоции из прошлого, из будущего, из жизни других людей и из ваших фантазий. А со всеми тревогами, печалью, виной, стыдом, обидами, завистью и прочими токсичными эмоциями мы работаем на наших программах. Эмоциональная свобода, курс чистки мозга, вдох-выдох и прочими. Ссылки там же, где и обычно. Где же им еще быть? В описании к этому видео. Следующий, третий шаг. Проясняйте и ставьте ваши истинные цели, которые соответствуют вашим истинным ценностям и потребностям, которые вас вдохновляют и заряжают энергией. Так, чтобы ваша реальная жизнь была самым интересным опытом из всех возможных альтернатив.